Многие спрашивали у меня за стоимость автомобиля. Значит, стоимость комплектации автомобиля и самих автомобилей Duster с разными двигателями указана на сайте производителя. Я могу вам рассказать о том, какие дополнительные комплектующие я на него установила. На автомобиле есть определенные точки, на которые постоянно попадают какие-то твердые части с дороги, и они разбиваются, что было изучено по обзорам от прошлых владельцев Duster. Поэтому на капоте вот здесь вот видите, вот эта вот полоска, это не царапина, это вот здесь установлена у меня защитная пленка. Защитные пленки у меня есть вот здесь вот на крыльях. Защитные пленки у меня здесь есть под ручками, для того, чтобы ногтями не царапалось. Защитные пленки у меня есть вот здесь, вот здесь. И вот здесь вот видите ободок, это тоже вот это защитная пленка. На самом деле у дилера есть возможность просто практически всю машину обклеить в эти пленки, но опять-таки это же все лаве. Самая, по-моему, максимальная комплектация в белорусских рублях там стоила почти 1500 рублей. Я выбрала среднюю комплектацию, которая должна защитить мой автомобиль. Уже поездив зимой, я поняла, что очень много снега собирается вот здесь, очень много снега собирается где-то вот здесь, все это именно вот сюда вот с дорожного покрытия летит, и как вы понимаете, когда будет песок и когда будут камни, эти камни и песок, они тоже будут лететь на корпус вашего автомобиля, поэтому защита в данном случае, она обязательна. Вот здесь вот есть вот это вот место, вот это вот, здесь у меня наклейки нет, но это место, оно тоже подвержено воздействию с дорожного покрытия. То есть все летит на это место. Почему мне не предложили на него пленку и не сказали, что вот именно на него летит, я не знаю. Потому что с практики езды на машине именно это место, оно было самое заснеженное. Просто нереально. Если вы думаете, что такой замечательный резиновый коврик шел в комплекте, вы очень сильно ошибаетесь, потому что в комплекте не идет вообще никаких ковров, идет какое-то говно, и нормальные ковры приходится докупать. Для того, чтобы не пачкать вот этот вот материал, который находится под низом, для того, чтобы его максимально долгое время сохранить в первоначальном состоянии, был куплен вот такой вот прекрасный ковер. Здесь вот такая вот прекрасная штуковина со световозвращающими элементами, и сделана она для того, чтобы вы не пачкали свои прекрасные ножки и вещи, когда залазите вот так вот в багажник глубоко и опираетесь об корпус автомобиля. Думаете, что вот эта прекрасная сумка тоже шла в комплекте, вы очень сильно ошибаетесь. Нам никто не дал ее на халяву, нам ее пришлось купить в комплекте с автомобилем, почему-то это не идет. И давайте откроем наш волшебный чемоданчик, посмотрим, что же лежит внутри. Внутри набор для прохождения техосмотра. Это аптечка, пожалели таки кейс. Но вы красавцы, в пакет положили просто набор вот этот вот спасательный, который обычно в кейсах. Господи! Вот такой вот небольшой огнетушитель. Срок службы огнетушителя 10 лет. По истечению срока подлежит списанию. Производство глушителя было осуществлено в 2020 году. Да уж, целых практически 2 года пролежал этот огнетушитель и наборчик здесь. И волшебный знак аварийной остановки. Что это такое? Как это? Вот так? Нет, это не так. Все, я поняла. Вот это вот дело все вот так вот собирается. Правильно? Да.
такие вот оригинальные вещи покупаются в наших салонах. Первый раз открыла и сразу же оторвала. Что я могу сказать? Ну, замечательно. Вот так вот, смотрите. Офигенно делают знаки аварийной остановки. Но это вам не плюс в карму. $50 в пакете? Ребят, вы вообще, ну, типа, нормально? Спереди и сзади на пороге автомобиля были установлены вот такие вот защитные металлические вставки. Как вы понимаете, я просто дополнительно реально бронировала свой Duster, защищала его от всяких различных механических повреждений. Здесь тоже установлена эта накладка. За дополнительную плату мне установили вот такие вот пластиковые накладки на салон автомобиля. Почему мне не предложили установить накладки вот туда? Я тоже не понимаю, потому что на сайте комплектующих я потом накладки такие нашла и склоняюсь к тому, что, как видите, их лучше покупать, потому что потом там может это гнить, вся эта влага, вся эта грязь собираться. Поэтому обращайте на это внимание, вот здесь вот забивается грязь, и я решила сразу в эти места все это дело установить. Такие накладки были установлены как спереди машины, так и сзади. Дополнительно были куплены оригинальные реношевские ковры под мой Duster. Положили вот их. В принципе, сели они классно, мне нравится, как выглядят эти коврики. По крайней мере, знаете, не заколхоженный вариант, выглядит это все нормально. Какими главными качествами должен обладать автомобиль для рыбалки? Это, конечно же, вместительность. Поэтому, чтобы увеличить вместительность, так сказать, своего автомобиля, был установлен на него электрический фаркоп. Прикиньте, здесь вот есть розеточка. Оп. Я даже и не знала. Давайте подытожим по комплектующим. Мы установили уплотнители под капот, мы купили чехлы в салон, мы купили коврики в салон, коврик в багажник, мы сделали оклейку корпуса автомобиля защитную от повреждений на бездорожье и не только бездорожье. Плюс мы купили комплект, без которого нельзя было бы пройти техосмотр. Он включает огнетушитель, аптечку, которую даже в кейс не положили, и знак аварийной остановки. Ну и плюс мы установили фаркоп и сделали антикоррозийную обработку корпуса. Обошлось нам это все чуть больше, чем 4000 белорусских рублей. Без установки всех этих дополнительных комплектующих, я считаю, что в данном случае комфортная эксплуатация автомобиля не было бы возможно. Почти месяц эксплуатации Duster прошел. Что я могу сказать по затратам? Было разбито лобовое стекло на дороге, вылетел в него камень. Вот, автокаска восстановила, но мы могли бы влететь на 2200 белорусских рублей. Кто-то или где-то поцарапал нам крыло на машине, поэтому мы тоже обратились в автокаска, и нам компенсируют стоимость этого ремонта. Нам будут полностью перекрашивать деталь. Это тоже по стоимости, я не знаю, сколько обойдется. Машину каждую неделю приходится мыть. Можно мыть на мойке там за 25 белорусских рублей, это $10, либо мыть на ручной мойке, которая не отнимает больше, чем 10 белорусских рублей. Машину довольно часто приходится заправлять. Первое время она ела довольно много вообще бензина, то есть там максимальный расход у нее шел, но с каждой недели расход становился все меньше и меньше. Это не может не радовать. И вообще нам говорили, что машина максимально проявит себя
по истечении 3000 километров. Ну и плюс, естественно, приходится докупать жидкость стеклоомывателя. Все это такие расходники. Вообще первое ТО говорят, что должно быть на 15 тысяч километрах, но я собираюсь первое ТО пройти где-то на 7000. Почему? Потому что двигатели 1.3 турбо, они довольно, говорят, требовательные, и те, кто их эксплуатирует, те, кто ими владеет, они говорят, что чтобы машина долго жила и радовала своего хозяина, лучше наполовине ТО делать ТО дополнительное. Вот, поменять, допустим, осуществить замену масла. Конечно, лучше это сделать. Думаю, это видео будет полезно каждому. Спасибо, что подписаны на мой канал. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!